Итак, давайте разбираться, до каких результатов можно дойти, тренируя ноги с весом тела. Поймем, как усложнить такие тренировки, составить план занятий дома или на уличной площадке с минимум оборудования. Кто-то так тренируется из-за особенностей тела и не может заниматься в зале с тяжелыми весами, а кому-то просто нравятся более функциональные разнообразные тренировки, или банально просто времени на зал мало. С меня полезный контент, с вас лайк и подписка. В конце бонус. А это Владарович, атлет спид в каждом из нас, и я его разбужу. Приступим. Раньше я частенько пропускал день ног, и это был не зал, доступа к которому не было, а различные выпрыгивания, выпады, пистолетики, приседания с гирей в руках и так далее. Давайте я приведу несколько комплексов упражнений на ноги, которые вы сможете использовать на себе. Насчет количества повторений, подходов, времени отдыха подведем итоги дальше. Первый комплекс упражнений. Ваша тренировка ног с весом тела может выглядеть так. Начнем с приседаний пистолетиком плюс ягодичный мост. Так мы в круговом стиле проработаем квадрицепсы, бицепс бедра и немного икры. Подбираем нагрузку под свой уровень. Например, можно вместо полноценного пистолетика приседать на стул. Ягодичный мост можно также делать на одной или двух ногах или поднимать ноги на скамью, чтобы усложнить задачу. Как по мне, самый сложный вариант это когда нога зафиксирована на нестабильной поверхности, типа TRX петель. Чем дальше отодвигаем пятку, тем сложнее выполнить упражнение, а самый простой на полу. После того, как сделали оба упражнения на одной ноге друг за другом, повторяем для другой ноги после отдыха. Эти упражнения помогут заменить сгибание и разгибание ног в тренажере. В первом суперсете выполняйте по 6-12 раз на каждой ноге, регулируя сложность упражнения под свой уровень нагрузки и количество повторов. Между каждой ногой делайте 60 секунд перерыва, повторяйте так 3 круга. Продолжим комплекс выполнения следующим суперсетом. Это болгарский присед плюс подъемы на носки. Дальше после отдыха чередуем нагрузку для другой ноги. Не спешите, прочувствуйте нагрузку, со временем можно усложнить, повесив на себя рюкзак, одеть жилет-утяжелитель или взяв гирю перед собой. Также можно усложнить, продев под ногу резиновую ленту и перекинуть через шею. Отличной темой увеличить амплитуду в подъемах на икры будет подложить под носок брусок, книгу или сделать подъемы на бордюре или шведской стенке. Фиксируйтесь на секунду в верхних позициях, чтобы больше нагрузить целевые мышцы. Для сохранения напряжения колени не разгибаем до конца. Итого делаем все это, восстановившись 2-3 минуты после первого суперсета. Тут уже можно выполнять больше повторов, 15-20. Делаем 3 круга с отдыхом в 30 секунд между каждой ногой. Завершить такую тренировку можно взрывными приседаниями с прыжками вверх на время. Например, ставим таймер на 3 минуты. Выпрыгиваем как можно выше до ощущения жжения в икрах и квадрицепсах. Приземляемся плавно на носки с чуть согнутыми коленями. Передыхаем секунд 15-20, когда начинает портиться техника. И делаем дальше, пока не закончится время. Можно прогрессировать от тренировки к тренировке, пытаясь сделать больше выпрыгиваний за отведенное время. Все это точно укрепит ваши ноги и добавит тонуса мышцам. А если вы переживаете, что ноги начнут резко расти и вам будет сложно делать другие упражнения, типа подтягивания, отжиманий, то не заморачивайтесь. Ведь пока вы не используете внушительного отягощения, типа приседаний со штангой, добавляя веса, то особо роста ног в объеме не будет. А в упражнениях с весом тела ноги всегда будут в тонусе и в гармонии с верхом тела. Будет развита взрывная сила и вы будете более функциональны. В каждом движении важно разобраться в технике и хорошенько размяться, прежде чем приступать к подобным нагрузкам, ведь колени и голеностоп не привыкли к такому. Тренировки с весом тела могут быть гораздо разнообразнее, ведь упражнений и их усложнений можно придумывать, пока хватит фантазии. Давайте дальше в сюжете разберемся, какие еще 2 комплекса вы можете выполнять и чередовать. Ребят, если вы недавно начали тренировки, либо давно занимаетесь и застряли, хотите быстрее прогрессировать, наверняка у вас накопилось много вопросов, и вам будет интересен мой опыт и ошибки. Я тренируюсь с 2011 года и подготовил для вас электронную мини-книгу. Там описаны практичные вещи по тренировкам, сделанные мной ошибки и приведен рацион питания. Если хотите поддержать канал, заходите по ссылке в закрепленном комментарии. Я отправлю книгу каждому за поддержку донатом на символическую сумму. Это моя мотивация улучшать контент и работать дальше.
Ну и пишите в личные сообщения, если нужна программа тренировок на рост ОФП, похудение, набор массы или изучение силовых элементов. А если кто-то из вас хочет развивать себя как автор на YouTube, но не понимаете, откуда взять первых подписчиков и почему вас не смотрят, то обращайтесь ко мне за помощью в развитии канала. Тем самым я сэкономлю вам месяцы потраченного времени на ошибки. Напишите мне, контакты в описании. Двигаемся дальше к сюжету. Разберем второй комплекс упражнений для другой тренировки. Тут уже будет 6 движений, которые выполняются по кругу. Приседание на одной ноге или зашагивание на возвышенность. Второе – перешагивание с одной ноги на другую, то есть приседание лучника. Третье – ягодичный мостик. Дальше выпрыгивание с позиции выпадов с ноги на ногу. Потом статика на согнутых ногах в положении стульчика. И поднятие тела на икры на одной ноге с дополнительным весом в руках. Каждое из этих движений тоже имеет свои вариации по сложности выполнения. Например, легче делать приседание пистолетиком на возвышенности, так как тут не требуется такой сильной растяжки и нога может опуститься ниже пола. Это продвинутое по сложности движение, поэтому не переходите к его выполнению слишком рано, когда еще не научились контролировать колено и держать равновесие, чтобы не травмировать сустав. Начать можно с частичной амплитуды. Лучше поначалу заменить зашагиваниями на скамью. По приседаниям лучника основной момент то, что вам нужно полностью опираться на всю стопу во время приседания, не на пятку, не на носок, и не уводить колено сильно вперед за носок, а отводите его в сторону. Остальные движения мы уже разбирали ранее. Следите во время прыжков, чтобы не было жестких приземлений и колено не ходило ходуном. Поначалу можете делать не такие резкие прыжки или заменить их на обычные приседания или выпады. Старайтесь дойти до ровного числа повторений в каждом упражнении. Например, делайте по 10 раз на каждую ногу, а в следующем круге повторите все для другой ноги. Не думайте о скорости выполнения и не старайтесь сделать побыстрее. Главное – качество. Количество кругов начните с 2-3 и увеличивайте с ростом тренированности и интенсивность нагрузки. Например, возьмите утяжеление, делайте более медленно или меньше отдыхайте между кругами. Отдых между упражнениями до восстановления дыхания, а между кругами 60 секунд. Третий комплекс упражнений для еще одной тренировки. Начинаем с выпадов, делая шаг назад и встаем с подъемом и изгибанием другой опорной ноги в колене. Можно придерживаться за стенку или стул для опоры. Выполняем каждую ногу по 15-20 раз, с перерывом в 60 секунд между ногами. Второе упражнение – коромысло. Это имитация становой тяги. Выполняем на одной ноге. Стараемся дотянуться противоположной рукой до пола, отводя свободную ногу назад и наклоняясь, спина прямая. Это хорошо прорабатывает бицепс бедра. Можно придерживаться за стул. Основная нога чуть согнута. Так делаем 15-20 повторов на каждую ногу. И добавляем третьим упражнением ягодичный мостик, или у кого есть возможность зафиксировать ноги, например, попросить партнера. Делаем упражнение Супермен или русские наклоны. Это одно из лучших продвинутых упражнений на заднюю поверхность бедра с собственным весом. Страхуйте себя руками впереди, начните в поламплитуды и уже почувствуете хорошую нагрузку. Повторяем таких 3-4 круга на каждую ногу, с перерывом до 60 секунд в круге и до 30 секунд между упражнениями. И еще одну четвертую тренировку можно проводить для взрывной силы, бегая спринты, делая выпрыгивания на возвышенность, прыжки в длину. Тут уже стоит заглянуть на каналы про легкоатлетов. Я не так часто практикую такие тренировки. У спринтеров, в отличие от марафонцев, если замечали, ноги достаточно массивные, так как у них в тренировках включаются быстрые мышечные волокна. Кстати, ролик можно сохранить себе в плейлист, чтобы удобно пересматривать перед тренировками. И если хотите поддержать продвижение подобного контента, подписывайтесь и оцените лайком, если полезно. Таким образом, чередуя все 4 комплекса упражнений на разных тренировках, вы, во-первых, не заскучаете, а также ваши мышцы не будут привыкать к нагрузке. Обязательно прогрессируйте, усложняйте нагрузку. Делайте 1-2 таких тренировок ног в неделю. У кого есть доступ к залу, можно чередовать классические упражнения тренажерки и с весом тела. Все потому, что тренажерный зал нам даст массу, объем, силу. А калистеника – прорисовку мышц, рельеф, взрывную силу.
Поэтому, отвечая на вопрос о возможности прокачки ног, тренируясь на улице, можно сказать да, ноги можно прокачать, но, как видим, под разные цели. Кто-то не делает ноги из-за того, что их вид спорта этого не требует. Все отталкивается от цели тренировок. И вправду, будь то выступающие спортивные гимнасты, воркаутеры или атлеты стритлифтинга, в каждом из этих направлений тяжелые ноги ни к чему. Тяжелый вес тела только усложняет выполнение нужных движений. Тут сразу выплывает миф о том, что, мол, нельзя прокачать верх тела до внушительных объемов. Но давайте посмотрим примеры на тех же гимнастов, воркаутеров, армрестлеров или даже культуристов-паралимпийцев. Вопрос эстетичности, конечно, возникает у многих, но каждый выбирает, как и для какой цели тренируется. Правильно подобранная тренировка ног поможет в том числе и подсушиться. Как бы ни очевидно на первый взгляд это не звучало. Чем больше у вас силовых тренировок, мышечная масса растет, и, следовательно, нужно больше калорий для поддержания этого веса. И можно оставить ежедневный колораж на том же уровне, добавив тренировок ног в свою программу. Тратить больше энергии и худеть быстрее. Сильные и рельефные ноги еще никому не мешали. А если вам нужен объем и масса, то тут уже не обойтись без утяжелителей и традиционных упражнений из тренажерного зала, типа приседа или становой тяги. И, ребят, обещанный полезный бонус. Я подготовил для вас удобную текстовую версию с комплексами упражнений из видео и вариантами тренировок. Я оставил это в телеграм-канале Владарович. У нас там совместный чат для обмена опытом с другими атлетами, которых уже более 3000 человек. В Telegram регулярно выходят дополнительные материалы к выпускам на YouTube, аудиоподкасты и полезные статьи. Заглядывайте по ссылке в описании, пообщаемся. Остались вопросы по видео, пишите в комментарии. Автор сюжета я, Владарович, разбуди в себе атлета. А сейчас я предлагаю вам встретиться в других роликах на канале. Нажимай на плейлист, выбирай интересную историю и узнавай о новых темах.